Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 фильмов с увлекательным сюжетом. У меня ощущение, что я уже все видел, поэтому я в поисках чего-то нового. Если вам не лень, то напишите в комментариях про интересные фильмы, которые вы посмотрели. И спасибо вот этим людям за классные рекомендации под прошлым видео. Эти фильмы обязательно будут в следующих подборках. А сейчас заваривайте чай и поехали! Комната. Маленький сарайчик, который мама называет комнатой, целый мир для 5-летнего Джека, рожденного в неволе. Его мать Джой 7 лет назад похитил старик Ник. Он психопат, который все это время издевается над женщиной, держа ее в плену на заднем дворе своего дома. Главная героиня не сдавалась и готовила побег. Но беременность после изнасилования изменила ее планы, поскольку она вынуждена ждать, когда сын достаточно окрепнет. Однако настал тот самый момент – рискнуть жизнью, чтобы показать Джеку мир, который существует за стенами комнаты этого сарая. Фильм очень хорош, паренек очень крут, а Бри Ларсон после Капитана Марвел бесит. Джек, этот мир так велик! Так велик, ты даже не представляешь! А эта комната всего лишь вонючий угол! Комната не вонючая! Только когда ты пукнешь! Господи, ладно. Последняя дуэль. 1386 год. Французский рыцарь Жан де Каруш, известный своей жестокостью во время сражений, пытается оставить собственный след в истории. Жак Легрис – его оруженосец, который участвовал с ним в многочисленных сражениях и стал очень близким другом рыцаря. Однажды Жак привлекает внимание высокопоставленного графа Пьера, отмечающего острый ум оруженосца, и он помогает ему быстро продвинуться по службе. Когда Легрис обретает власть и могущество, де Каруш постепенно начинает терять положение в обществе. Вскоре жена рыцаря, которую зовут Маргарита, сообщает о том, что бывший оруженосец ее изнасиловал. Теперь де Каруш требует справедливого суда поединком. Тут история показана от лица 3 человек – де Каружа, Легриса и Маргариты. То есть фильм разбит на 3 главы. И, само собой, у всех 3 персонажей одна и та же история кардинально отличается. Но вы решаете, в какую из версий вам верить. Хотя, как по мне, все очевидно. Ридли Скотт, или как его принято называть в рядах уважаемых кинокритиков сэр Дед, снял фильм, так сказать, в своем духе. Если ему в фильме нужен средневековый замок, то тут будет настоящий средневековый замок. А битва в конце может конкурировать с финальной битвой в другом фильме сэра Деда – в «Гладиаторе». Все, конечно же, субъективно. Но ты видишь, как улыбка и доброе слово могут дать больше, чем угроза. Даже если притвориться. Перелом. Прокурор Уилли Бичум ожидает перехода в другую компанию, где его ждет более высокооплачиваемая работа. И напоследок берется за дело некого Теда Кроуфорда. Подсудимый выстрелил в голову своей жене, после чего дождался приезда полиции и написал чистосердечное признание в содеянном. Бичум считает, что это дело плевое, ведь есть признание преступника, а значит в его виновности никто не сомневается. Однако дело оказывается не таким простым, как думал прокурор. И перелом в этом деле еще не наступал. Результаты расследования привели к тому, что против подсудимого нет ни одной улики. Из пистолета не стреляли, следов крови жертвы на одежде подсудимого нет, и на его руках не обнаружены следы от пороха. Обвинения против Кроуфорда рассыпаются на глазах. Но кто же стрелял в его жену? В этом фильме сюжет, честно говоря, не очень оригинальный, но актеры и подача выше всяких похвал. Бесподобный Энтони Хопкинс в роли убийцы и Райан Гослинг в роли помощника прокурора. Весь фильм непонятно, кто из них победит, заставляя напряженно думать и внимательно смотреть. Кстати, интересный факт про Хопкинса. В интервью он как-то рассказал, цитата: «Однажды я ехал в стеклянном лифте отеля с мальчиком и его мамой. Я стоял спиной к ним, смотрел на город. И вдруг мальчик сказал, что лифт похож на клетку Ганнибала Лектора. От неожиданности я повернулся, и женщина завизжала. Мальчик был очень напуган. Наверное, я нанес ему психологическую травму на всю жизнь. Я бы на его месте еще вот так вот сделал бы». Чтоб уже наверняка. Очень крутой дядька. Если не будет представлено никаких доказательств, значит, этого не было. Я не собираюсь играть с вами в игры. Я боюсь, придется, старина. Ночь воспоминаний. Джин Сок вместе со своим братом и отцом переезжают в новый дом. В особняке остались вещи после прежнего хозяина, которые были заперты в отдельной комнате. Главный герой слышит странные звуки, которые раздаются оттуда, но он решает, что это все из-за принимаемых им таблеток. После некоторого времени
проведенного на новом месте, брата героя похищают. Но он возвращается спустя 19 дней, ничего не помня с момента исчезновения. Джин Сок очень рад его возвращению. Но, замечая странное поведение за братом, начинает подозревать, что домой вернулся совершенно другой человек. 형, Юсок. 응. Да? 다리 А что с твоей ногой? 뭐가? Ты о чем? 왜 오른? Почему ты хромаешь на правую ногу? 내가? Я? 응, 방금. Да, только что. Невидимый гость. Молодой и талантливый бизнесмен Адриан Дори обладает всем, что необходимо для счастья. Он богатый, успешный и имеет любящую семью. Однако его идеальная жизнь заканчивается, когда Эдриан просыпается в номере отеля и понимает, что он закрыт. Но самое страшное не в том, что он закрыт, а в том, что с ним рядом находится труп любовницы, с которой он провел ночь. Вскоре приезжают полицейские, и Эдриан сразу же оказывается в списке главных подозреваемых. Но он уверен, что не имеет никакого отношения к преступлению. Чтобы очистить свою репутацию, он нанимает Вирджинию Гудман, самого лучшего в стране специалиста по выходу из любых положений. И чтобы найти опровержение обвинению, у них есть всего лишь одна ночь. Что за свидетель есть у обвинения, не догадываетесь? Мы потратили впустую 10 минут. Учтите, я не буду переспрашивать.